Глава 2. Слайды. Почему желания не исполняются, а мечты не сбываются? Для того, чтобы воплотить желаемое в действительность, необходимо знать, как делать заказ. Начиная с этой главы, в книге приводятся конкретные практические рекомендации по технике реализации заказа. Это первые шаги мага. Вы достойны всего самого лучшего. Трансерфинг очень осторожно относится к трактовке иллюзий в качестве игры воображения. Иллюзиями называют сны, галлюцинации, неадекватное восприятие действительности, наконец, даже саму действительность. Если оставить в стороне неадекватное восприятие действительности, то видение другой реальности не является порождением фантазии разума. Сны и галлюцинации – это, грубо говоря, путешествие души в пространстве вариантов. Иллюзорное восприятие действительности – это не игра воображения, а восприятие секторов, не воплощенных в материальной реализации. Наконец, весь мир не есть иллюзия. Человек, смеющий утверждать, будто все, что он воспринимает, всего лишь иллюзия, слишком много о себе мнит. А почему, собственно, человек позволил себе утверждать, что он способен все понять и объяснить? Все, что ему доступно, это познать лишь некоторые закономерности этого мира и увидеть отдельные его проявления. Некоторые проявления мира не поддаются разумному объяснению. Здесь человек, с одной стороны, признает свою несостоятельность найти объяснение и объявляет увиденное иллюзией, а с другой тут же преувеличивает возможности своего разума в том, что, дескать, это сам разум вообразил, синтезировал иллюзию. Человек, находящийся под воздействием сильного наркотического или алкогольного опьянения, так же, как и во сне, теряет контроль сознания, поэтому подсознание настраивается на нереализованные области в пространстве вариантов. Тело находится в секторе материальной реализации, то есть в нашем материальном мире, а восприятие блуждает в виртуальном секторе, смещенном относительно реального. Человек в таком состоянии может ходить по знакомым улицам, среди обычных домов, но видит он совсем по-другому. Люди и окружающая обстановка выглядят совсем не так. Декорации изменились. Получается наполовину сон, наполовину реальность. Точно так же люди с психическими расстройствами, находясь телом в секторе материальной реализации, воспринимают другой, нереализованный сектор. Их восприятие настроено на определенный сектор в пространстве вариантов, где могут быть не только другие декорации, но и другой сценарий и роли. Психически ненормальные люди вовсе не больны в обычном понимании. Они не воображают себя Наполеонами и прочими одиозными личностями. Они действительно воспринимают такой вариант, видят его в секторе пространства. Там имеются любые варианты, но человек выбирает то, что больше нравится его душе. Когда конфликт души и разума достигает такого предела, и измученная душа больше не в состоянии переносить жестокую действительность, тогда настройка восприятия попадает в виртуальный, нереализованный сектор. При этом сам человек физически живет в материальном секторе. Один психиатр рассказывал историю о женщине, которая патологически желала иметь идеального мужа и детей. Выражаясь терминами трансерфинга, важность семьи у бедняги сильно зашкаливала. В итоге она вышла замуж за человека, который жестоко издевался над ней. Детей она родить не смогла. Реальная жизнь для нее стала невыносимой, и вскоре она попала в психиатрическую лечебницу. Сектор материальной реализации она больше не воспринимала. Тело ее находилось в материальном мире, а восприятие было настроено на виртуальный сектор, где она жена английского лорда, у нее дети и она совершенно счастлива. С точки зрения окружающих, она жила в нашем мире, в то время как ее восприятие было настроено на виртуальный сектор. Таких больных пытаются лечить, но многие из них счастливы именно в том состоянии, когда иллюзии намного приятнее жестокой реальности. На самом деле это вовсе не иллюзии, а нереализованные варианты, которые существуют так же реально, как материальный сектор. Почему же виртуальный сектор умалишенного человека не материализуется? Как уже говорилось, реализация варианта происходит, когда энергия модулируется мыслями человека в полном единстве души и разума. Видимо, такое единство в данном случае не достигается.
или же смещение между материальным и виртуальным секторами слишком велико, а потому требует очень много энергии для реализации. Например, новый Наполеон в наше время это слишком экстраординарный случай, поэтому он находится далеко за пределами возможного течения вариантов. А может быть, существуют и другие причины, о которых нам неизвестно. Человек может не только видеть другую реальность, но и воспринимать действительность в искаженном свете. Восприятие человека очень сильно зависит от информации, которая заложена у него с детства. В качестве иллюстрации можно привести известный опыт с двумя котятами. Одного с рождения поместили в обстановку, где не было вертикальных предметов, а другого, где не было горизонтальных. Через некоторое время котят пустили в обычную комнату. Первый все время натыкался на ножки стульев, для него не существовало вертикальных линий. Второй, соответственно, не понимал, что такое горизонтальные линии, и скатывался со ступенек. Конечно, разум способен воображать и фантазировать, но только в узких рамках своего предыдущего опыта. Разум может сконструировать новую модель дома из старых кубиков. Где же проходит граница между воображением и восприятием другой реальности? Данная граница не имеет четких очертаний, но для наших целей это не столь важно. Здесь имеет значение лишь то, каким образом внутренние убеждения влияют на восприятие действительности и как это отражается на жизни человека. Вы узнаете, что лежит в основе искаженного восприятия реальности и насколько сильное влияние оказывает такое искажение на саму действительность.